Глава 2151. Серебряная луна и Ося. В следующее мгновение бесчисленные синие руны вырвались из зала и улетели шаром синего света, отступив вдаль после всего лишь нескольких вспышек. В этот момент голос Юаньча раздался издалека. «Видя, что Ся сует свой нос в эту битву, я отступлю в этом случае. Но твоя удача не всегда будет такой хорошей. Если я увижу тебя снова, ты не сможешь уйти так легко». После этого шар синего света быстро исчез в далеком небе. С приходом Мося Юаньча знала, что будет хороший шанс, что она поставит себя в опасную ситуацию, если будет настаивать на попытке сразить Ханьли. Поэтому она отступила без каких-либо колебаний. Ханьли вздохнул с облегчением, увидев это. Он и Даос все снова вернулись к своим человеческим формам. Затем Ханьли поднял руку к двум крайним горам, которые были покрыты голубым ледниковым льдом, выпустив две вспышки серебряного пламени, которые растопили лед, прежде чем снова затащить горы в рукав. Ося взглянул на Ханьли, прежде чем поднять руку, чтобы выпустить полосу белого света, которая превратилась в массивный мерцающий серебряный корабль длиной более 1000 футов. Он тут же раскрылся и показал 5 рядов вооруженных алебардами воинов в доспехах, стоящих на его палубе. «Пойдем», — приказал патриарх Ося, когда они с серебряной луной вошли в зал на верхней палубе корабля. Все воины в доспехах почтительно расступились, давая им возможность пройти. Ханьли сразу же идентифицировал воинов в доспехах как марионеток и после недолгого колебания сделал, как ему было приказано, медленно летя к кораблю в сопровождении Даоса Се и Чжу Гоэр. Марионетки в серебряной броне явно уже получили инструкции от патриарха Ося, и они просто стояли на месте и позволили троице Ханьли войти на корабль. Однако, когда он добрался до входа в зал, Ханьли внезапно пришла в голову мысль, и он приказал Чжу Гоэра оставаться снаружи, пока он войдет в зал с Даосом Се. «Я выражаю почтение старшему Ося», — сказал Ханьли, слегка поклонившись патриарху Ося, который сидел на золотом стуле. Вместо того, чтобы немедленно дать ответ, патриарх Ося просто оценил Ханьли с легкой улыбкой на лице. Что касается Серебряной Луны, то она стояла позади патриарха Ося, опустив голову, и, казалось, не могла набраться смелости, чтобы посмотреть на Ханьли. «Итак, ты Ханьли, которому удалось пройти путь от стадии трансформации божества до стадии интеграции тела всего за столетие. Увидев тебя в действии, я теперь понимаю, что слухи о твоих способностях до сих пор не воздали тебе должного. Ты уже достиг поздней стадии интеграции тела, верно?» Патриарх Ося наконец заговорил, и его тон был весьма доброжелательным. «Я действительно уже перешел на позднюю стадию интеграции тела. Для меня большая честь, что вы услышали обо мне, старший». Спокойно ответил Ханьли, но он не мог не бросить еще один взгляд на Серебряную Луну. Однако она все еще не смотрела ему в глаза. «Я слышал о тебе с тех пор, как Серебряная Луна вернулась в Царство Духов, но начал обращать на тебя внимание только после того, как ты достиг стадии интеграции тела. В конце концов, все культиваторы интеграции тела чрезвычайно важны для наших человеческих и демонических рас, поэтому мне нужно было следить за тобой. Серебряная Луна, приди и поблагодари уважаемого Даоса Ханя. Если бы не он, ты бы не смогла соединить две половинки своей души вместе и вернуться в Царство Духов», — сказал патриарх Ося с улыбкой. Услышав это, Серебряная Луна наконец подняла голову, но выражение ее лица было совершенно безразличным, что создавало резкий контраст с ее прежним волнением. «Привет, брат Хань. Возможно, мы не встречались с тех пор, как расстались в человеческом мире, но я никогда не забывала, что ты для меня сделал». В глазах Ханьли появился намек на удивление, так как ему не казалось, что Серебряная Луна намеренно симулирует безразличие, но он быстро улыбнулся и сказал: «Я не знал о твоей истинной личности в человеческом мире, поэтому, пожалуйста, прости меня за любое предыдущее неудобство, которое я мог причинить. Более того, мне не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы спасти тебя тогда, так что не упоминай об этом». Ха-ха. Нет нужды быть таким холодным и отстраненным, даже несмотря на то, что вы двое не встречались столько лет. Независимо от того, что ты говоришь, дело в том, что ты спас жизнь Серебряной Луны, и я обязательно щедро отблагодарю тебя за это», — усмехнулся Ося. Ханьли внезапно пришла в голову мысль, и он быстро сменил тему. «Старший, эта территория уже находится под контролем дьявольской армии. Вы пришли сюда, чтобы шпионить за дьявольской армией». «И да, и нет», — двусмысленно ответил патриарх Ося после небольшой паузы. Ханьли был весьма озадачен этим ответом. Несколько месяцев назад наша объединенная армия получила известие о том, что 3 дьявольских патриарха, похоже, изменили свои планы, и дьявольская армия начала расширять свою территорию, одновременно развращая большую территорию дьявольской ци. Я пришел сюда, чтобы проверить, действительно ли это было дело по просьбе нескольких коллег-даосов, а также посмотреть, смогу ли я уничтожить несколько формирований дивалификации, созданных в этой области, ответил Ося. «Понятно. Что это за формация дивалификации, старший?»
Я помню, что в некоторых областях нашей человеческой расы есть признаки того, что она подверглась девалификации. Это то же самое, что происходит здесь? Хань Ли спросил в недоумении. Если царство старших дьяволов действительно хочет заявить право на территорию в нашем духовном царстве, тогда им придется девализировать эту область, чтобы полностью преобразовать духовную ци в этой области в дьявольскую ци. И для этого перехода требуется тип дьявольской формации, которая может заставить нормальные деревья подвергнуться этому изменению. Дьявольская армия пыталась создать такие же формирования на наших территориях людей и демонов, но мы обнаружили их очень рано и уничтожили большую часть из них, прежде чем они смогли произвести большой эффект. Однако ситуация в племени Лиса намного более тревожная. Мало того, что формации девалификации были созданы на большей части их территории, они также начали несколько лет назад создавать суперформацию, которая будет действовать в качестве основной формации. С помощью этой первичной формации они смогут соединить десятки тысяч формаций девалификации в единое целое. И если им это удастся, уничтожить связанные формации станет чрезвычайно сложно. Однако, если я смогу уничтожить несколько из этих формирований, это задержит процесс девалификации, объяснил патриарх Осиа. После короткой паузы на его лице появился намек на улыбку, и он внезапно спросил: «Я ничего не слышал о тебе за последние несколько десятилетий, товарищ Даос Хань. Ты рискнул войти в царство старших дьяволов с теми, кто вышел из истинных духовных семей». Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он услышал это. После недолгого колебания на его лице появилась кривая улыбка, когда он ответил: «Откуда вы об этом узнали, старший?» Я действительно вошел в царство старших дьяволов с некоторыми товарищами Даосами. Все вы исчезли с лица земли одновременно, и я знаю о существовании пруда очищения духа и лотоса чистого духа, поэтому мне было легко установить связь. Для преодоления дьявольских невзгод многие совершенствующиеся представители нашей расы рискнули бы отправиться в царство старших дьяволов, чтобы найти эти две вещи. Но едва ли кому-то из них это когда-либо удавалось. «Поскольку ты единственный, кто вернулся, я предполагаю, что все остальные уже погибли», — спокойно сказал патриарх Осиа. «Ваша мудрость поистине непревзойдена, старший. Действительно, наше путешествие в царство старшего дьявола было чрезвычайно опасным, и, к сожалению, я единственный выживший из нашей группы», — вздохнул Хань Ли. «С твоей базой совершенствования действительно было бы чрезвычайно опасным предприятием отправляться в царство старших дьяволов. Но я уверен, что ты получил гораздо больше наград, чем представлял себе. Если оставить в стороне все остальное, это даос из дьявольского моря происхождения, верно? Почему его база культивирования упала до такой степени? Если бы эта искусственная бессмертная марионетка была на пике своих сил, даже я бы не смог с ней справиться. Как тебе удалось похитить его из царства старших дьяволов?» Патриарх Хосяа усмехнулся, взглянув на даоса Се с оттенком тоски в глазах. «Я вижу, что вы тоже знаете о существовании брата Се. Уважаемый даос Се уже достиг разума, так что он определенно не из тех, кого я могу просто похитить. Он лишь временно следует за мной, поскольку я смог предложить ему взаимовыгодную сделку». «Понятно», — ответил патриарх Хосяа, но его это явно не убедило. Если бы гигантского золотого краба можно было так легко выманить, он бы не оставался в море дьявольского происхождения столько лет. Осиа чрезвычайно завидовал, что Хань Ли владеет этой искусственной бессмертной марионетки, но он не собирался пытаться забрать ее себе. В конце концов, получение такой марионетки все равно не изменило того факта, что ему придется изо всех сил пытаться преодолеть свое следующее серьезное небесное бедствие. Вдобавок ко всему, тот факт, что Хань Ли продвинулся до поздней стадии интеграции тела и, казалось, имел шанс достичь стадии Великого Вознесения, был для него чрезвычайно удивительным. В результате у него теперь появилась возможность исправить то единственное, о чем он всегда сожалел. Помня об этом, он бросил взгляд на Серебряную Луну, и хотя выражение его лица оставалось довольно расслабленным, в его голосе прокрался серьезный тон, когда он сказал: «Друг Даос Хань, я не буду заставлять тебя рассказывать мне, что ты испытал в царство старших дьяволов, но я надеюсь, что ты сможешь правдиво ответить на один вопрос: удалось ли тебе войти в пруд очищения духа и съесть лотос чистого духа?» Глава 2152. Искусство безразличия. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, когда он услышал это, прежде чем сразу же вернуться в нормальное состояние, когда он спросил: «Как ты думаешь, мне это удалось, старший?» Патриарх Осиа на мгновение задумался перед тем, как ответить. Пруд очищения духа и лотос чистого духа чрезвычайно известны, и многие могущественные существа из разных миров пытались их получить. Но я никогда не слышал ни о ком, кому это действительно удалось. Ты благополучно вернулся из царства старших дьяволов, но вероятность того, что ты получил эти две вещи, все еще очень мала. Однако по какой-то причине я не могу не чувствовать, что ты столкнулся с большими возможностями, чем я себе представляю. Поэтому я собираюсь последовать своему инстинкту и сказать, что ты добился успеха.
«У вас очень острые инстинкты, старший», — ответил Хань Ли с улыбкой. В прошлом он не раскрыл бы эту информацию такому могущественному существу, но теперь, когда он развил свое телосложение святой нирваны до второй трансформации нирваны, и у него были глубокий меч небесного духа и даоссе в качестве козырей, для него больше не было таких запретов. Более того, Хань Ли было очень любопытно посмотреть, как Ося отреагирует на эту новость. Это фантастика. Поскольку ты уже вошел в пруд очищения духа и съел лотос чистого духа, есть очень хороший шанс, что ты сможешь достичь стадии великого вознесения в будущем. В этом случае это выглядит так, как если бы я совершил серьезную ошибку. Если бы я знал, что это произойдет, я бы позволил Серебряной Луне встречаться с тобой, а не поощрял ее использовать это искусство совершенствования, с раскаянием вздохнул патриарх Ося. Что вы имеете в виду? Озадаченно спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. Я была тем, кто сделал выбор развивать искусство безразличия, так что ты не виноват. Виноват этот дедушка. Если бы я не использовала это искусство совершенствования, как бы я смогла преодолеть недостатки моего психического состояния и перейти на стадию интеграции тела? Вдобавок ко всему, после использования этого искусства совершенствования, я поняла, что эмоции совершенно излишни и будут только препятствовать стремлению к великому да, наконец спокойно сказала Серебряная Луна. Искусство безразличия. Почему она обратилась к такому искусству совершенствования, старший? Возникла ли проблема в ее совершенствовании? Спросил пораженный Хань Ли. Это то, о чем я хотел с тобой поговорить. Однако это не лучшее место для разговора, и я выполнил свою миссию здесь. Поэтому давай вернемся на территорию нашей объединенной армии. Я объясню тебе ситуацию по пути, ответил патриарх Ося. Таким образом, Хань Ли мог лишь подавить свое любопытство и кивнул в ответ. Принесите чаю уважаемому Даосу Ханю и уважаемому Даосу Се и немедленно отправляйтесь в город хлопкового дерева. Присаживайтесь, друзья даосы, сказал патриарх Ося. Да, мастер. За пределами зала раздалось в унисон несколько механических голосов, после чего серебряный корабль начал двигаться. Хань Ли и Даос Се сели, как им было сказано, и почти в тот же момент несколько седовласых служанок прошли в зал с тарелками в руках, а затем налили всем чашки ароматного зеленого чая. Хань Ли все еще думал о Серебряной Луне, поэтому он не был заинтересован в дегустации чая и лишь сделал обычный глоток в качестве вежливого жеста, прежде чем поставить чашку на стол рядом с собой. Напротив, Даос Се на мгновение оценил чай, прежде чем выпить всю чашку за один раз, прежде чем спросить. Этот чай содержит особый тип духовной силы, которая, кажется, весьма полезна для меня. Есть ли у вас еще этот восхитительный напиток, уважаемый Даосо? Ха-ха, ты прямолинейный человек, брат Се. Будь уверен, этот чай зеленого дракона довольно редок, но у меня его хороший запас. Если он вам нравится, вы можете взять его с собой, усмехнулся в ответ патриарх Ося, явно заинтересованный в установлении хороших отношений с этой могущественной псевдобессмертной марионеткой. «Примите мою благодарность», — ответил Даос Се, кивнув, прежде чем замолчать. Патриарх Ося, естественно, не обиделся на отчужденное отношение Даоса Се и с сочувствием в глазах повернулся к Серебряной Луне и сказал: «Линь Луань, ты только недавно начала практиковать искусство безразличия, так что твое психическое состояние еще не очень стабильно. Поэтому тебе следует вернуться отдохнуть, чтобы не произошло никаких происшествий. Я сам присмотрю за двумя нашими гостями здесь». «Да, дедушка», — ответила Серебряная Луна, прежде чем сделать легкий реверанс в сторону Хань Ли и Даоса Се, а затем вышла из зала. На протяжении всего этого процесса выражение ее лица оставалось совершенно отстраненным, как будто Хань Ли был для нее не более чем незнакомцем. Хань Ли открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов передумал, так как в его глазах появилось слегка удрученное выражение. На лице патриарха Ося появилась кривая улыбка, и после ухода Серебряной Луны он продолжил. «Друг Даос Хань, я уверен, что ты уже узнал о жизни Линь Луань до того, как она встретила тебя, верно? Я действительно слышал об этом от некоторых других даосов, но я также слышал, что она, кажется, осталась рядом с тобой с тех пор, как вернулась в царство духов», — ответил Хань Ли. «Это действительно так. После того, как она вернулась из человеческого мира, она отправилась в то место, где я совершенствовался в уединении, и стояла на коленях снаружи 7 дней и 7 ночей. Я до сих пор помню, какой худой и хрупкой она выглядела, когда я наконец сдался и открыл ограничение, чтобы впустить ее. Таким образом, патриарх Ося начал рассказывать о событиях, и Хань Ли внимательно слушал. Время шло медленно, и рассказ патриарха Ося также развивался очень медленно. Даже самые обыденные части его истории были подробно описаны, и эмоции Хань Ли в это время постоянно менялись, но выражение его лица оставалось неизменным. К тому времени, когда я почувствовал, что что-то не так, было уже слишком поздно. Линер уже достигла первоначального мастерства в искусстве безразличия, и хотя она еще не полностью отсекла свои эмоции, я не осмелился позволить ей покинуть мою сторону.
Поэтому я взял ее с собой даже на эту опасную миссию. Однако я никогда не думал, что ты сможешь вернуться из царства старших дьяволов живым и столкнуться со мной здесь. Кажется, что небеса собрали всех нас вместе, вздохнул патриарх Осиа, наконец закончив свой отчет. Хань Ли долго молчал, прежде чем наконец спросил. Значит, причина безразличия коллеги Даоса Линь Луань в искусстве безразличия. Вдобавок ко всему, только после того, как она достигла стадии интеграции тела, вы обнаружили, что она на самом деле несовместима с этим искусством совершенствования. И если бы она когда-либо достигла полного мастерства в искусстве безразличия, она пострадает от негативной реакции магической силы и потеряет всю свою базу совершенствования. В то же время искусство безразличия — это искусство совершенствования, которое регрессирует, и если прогресс не продвигается. Поэтому даже если она откажется от этого, она все равно будет страдать от множества негативных последствий. Патриарх Осиа мгновение помолчал, прежде чем ответить. Не только это, но и из-за ее несовместимости с искусством безразличия, оно оказало на нее гораздо меньшее влияние, чем ожидалось. В своем нынешнем состоянии она может вернуться к своему истинному состоянию. Но примерно только на треть дня, в то время как в остальную часть дня она будет пребывать в состоянии полного безразличия, как ты видел ранее. По мере того, как она продолжает прогрессировать, это окно времени будет только продолжать сокращаться, пока полностью не исчезнет. Так вы хотите сказать, что Серебряная Луна может на какое-то время каждый день возвращаться к своему истинному «я»? Мне было интересно, почему выражение ее лица так сильно отличалось от того, когда она впервые увидела меня, сказал Хань Ли в приподнятом настроении. Однако патриарх Осиа был гораздо менее оптимистичен. Как ты думаешь, это хорошо, что эмоциональное и психическое состояние сильно колеблется каждый божий день? Если бы на ее месте был кто-то с меньшей силой воли, он, скорее всего, со временем сошел бы с ума. В настоящее время мне приходится использовать секретную технику, чтобы насильно маскировать раны на психике Линь Луань раз в несколько дней, и именно поэтому я не могу позволить ей покинуть меня. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, когда он услышал это, и он поспешно спросил. Нет ли какого-нибудь способа отменить искусство безразличия? Учитывая ваши способности на этапе Великого Вознесения, конечно, это не будет слишком сложной задачей, старший. Патриарх Осиа некоторое время колебался, прежде чем наконец сказать. Если бы у меня был способ отменить все это, я бы все сделал давно. Если бы не тот факт, что она пробудила свое телосложение семизвездной Луны, я бы смог обратить вспять ее искусство безразличия. Однако ситуация стала чрезвычайно сложной из-за несовместимости ее телосложения с этим искусством совершенствования, поэтому я ничего не могу сделать. Сказав это, патриарх Осиа тяжело вздохнул. Услышав это, Хань Ли замолчал, но на лице Даоса Се появился намек на удивление, когда он повторил. Телосложение семизвездной Луны? Вы слышали об этом телосложении, уважаемый Даос Се? Спросил патриарх Осиа. Я слышал, как мой бывший учитель однажды упомянул об этом. Это совершенно особое телосложение, которое очень редко встречается даже в царстве истинных бессмертных, ответил Даос Се. Глава 2153. Разговор. Ваш учитель, должно быть, был чрезвычайно могущественным существом, чтобы усовершенствовать такую искусственную бессмертную марионетку, как вы, поэтому я уверен, что он был прав. В духовном царстве не так много людей, которые знают о телосложении семизвездной Луны, но это не секрет для некоторых из самых могущественных существ царства. Однако именно из-за этого я так увлекся Линь Луань. С таким телосложением, даже не входя в пруд очищения духа и не потребляя лотос чистого духа, у нее все еще будет шанс перейти на стадию Великого Вознесения, вздохнул патриарх Осиа. Телосложение семизвездной Луны действительно даст ей больше шансов перейти на стадию Великого Вознесения, чем обычные культиваторы, бесстрастно сказал даосист Се. Хань Ли внезапно спросил. «Старший, могу ли я как-нибудь помочь изменить нынешнюю ситуацию Линь Луань?» Патриарх Осиа был в восторге, услышав это, и поспешно ответил. «Я знал, что ты был человеком, который дорожит своим прошлым узами, уважаемый Даос Хань. Поняв, что линейр несовместима с искусством безразличия, мне действительно удалось придумать способ минимизировать эффект, который искусство совершенствования окажет на нее, и, возможно, даже полностью отменить его в какой-то момент». Хань Ли сразу же посоветовал. «Пожалуйста, скажите мне, что я могу сделать, старший. Пока это в пределах моих возможностей, я буду рад оказать вам свою помощь». Вместо того, чтобы немедленно ответить Хань Ли, патриарх Осиа повернулся к Даосу Се с извиняющимся выражением лица и сказал. «Брат Се, мне придется поговорить об этом с коллегой Даосом Ханем наедине». Выражение лица Даоса Се слегка изменилось, когда он услышал это, и он бросил взгляд на Хань Ли.
Несмотря на то, что в их соглашении не было пункта, в котором говорилось, что он должен подчиняться приказам Хань Ли, он зависел от Хань Ли в вопросе искусственного эликсира бессмертия, который мог предоставить Хань Ли, поэтому он рефлекторно следовал примеру Хань Ли в большинстве вопросов. Хань Ли на мгновение обдумал ситуацию, прежде чем слегка кивнул. «Пожалуйста, дайте нам немного времени наедине, брат Се». То, что патриарх Ося хотел обсудить с ним, явно касалось тайн, окружающих Серебряную Луну, поэтому он не хотел, чтобы кто-то еще присутствовал, даже если эта третья сторона была всего лишь марионеткой. Дао Се кивнул в ответ, прежде чем подняться на ноги и выйти из зала. Как только он ушел, дверь сама закрылась во вспышке белого света, и он направился к Джу Гоэр, которая все это время ждала снаружи. Джу Гоэр была насторожена звуком его шагов, и при виде него на ее лице появился намек на восторг. Несколько часов спустя дверь снова открылась во вспышке белого света, и появился Хань Ли, нахмурив брови, по-видимому, чем-то очень обеспокоенный. Однако выражение его лица быстро вернулось в норму, когда он увидел Дао Се и Чжу Гоэр, и он сказал: «Пошли, старший Осяа уже организовал для нас место. Мы останемся на этом корабле до тех пор, пока он возвращается на территорию нашей объединенной армии». После этого он повел их к лестнице, ведущей на нижние уровни. Дао Се, естественно, не возражал против этого и немедленно последовал его примеру. Чжу Гоэр было довольно любопытно, что обсуждали Хань Ли и патриарха Сяа, но она не осмелилась спросить и могла только подавить свое любопытство, пока шла за ними двумя. Спустя полдня Хань Ли сидел на футоне в пустой тихой каюте на втором уровне корабля. От его тела исходил слабый золотой свет, а глаза были закрыты в медитативном состоянии. Внезапно он открыл глаза, и золотой свет вокруг его тела померк, когда он сказал: «Входите, уважаемая Даос Линь Луань. Прошло меньше 2000 лет с нашей последней встречи, но ты стал таким далеким. Пожалуйста, продолжай называть меня Серебряной Луной, брат Хань», вздохнула Серебряная Луна снаружи секретной комнаты. «Если вы настаиваете, то я был бы рад вам помочь, уважаемая Даос Серебряная Луна», сказал Хань Ли, махнув рукавом к двери секретной комнаты. В следующее мгновение из двери вспыхнул свет, и установленное на ней ограничение исчезло, поскольку она распахнулась сама по себе, обнажив никого иного, как Серебряную Луну, стоящую снаружи. Однако в этот момент ее холодное и отстраненное выражение лица полностью исчезло. В ее глазах сейчас струились эмоции, а на лице появился слабый румянец, который еще больше подчеркивал ее красоту, усыпляя даже Хань Ли на мгновение приступом восторга. Выражение лица Серебряной Луны слегка изменилось при виде открывающейся двери, и она вошла в секретную комнату, а затем остановилась примерно в 10 футах от Хань Ли. Затем она внезапно улыбнулась и сказала: «Пожалуйста, простите меня за грубость, которую я проявила, находясь под влиянием своего искусства совершенствования». После этого она взяла в руки еще один ближайший футон, а затем тоже села напротив Хань Ли. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он ответил нежным голосом: «Все в порядке, я определенно не буду винить вас за поведение, которое вы проявляете, когда оно находится вне вашего контроля. Я думаю, что вам следовало еще немного отдохнуть и привести в порядок свое психическое состояние, вместо того, чтобы так скоро приходить ко мне. Все в порядке, эффект искусства безразличия очень минимален, когда я нахожусь в фазе осознания. Меня беспокоило, что, если я приду слишком поздно, мы сможем провести лишь краткий разговор, прежде чем я снова стану такой же холодной и бесчувственной, как бревно, и это будет очень обидно для нас обоих», ответила Серебряная Луна с улыбкой. Хань Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем на его лице появилась кривая улыбка. «Ваша личность ничуть не изменилась за все эти годы. Вы по-прежнему просто выпаливаете все, что у вас на уме. Ты один, кто так говорит. Эту мою личность мне пришлось перенять, пока я была в твоем порабощении. В противном случае, если бы ты заподозрил, что я что-то от тебя скрываю, ты бы немедленно убил хрупкого маленького духовного зверька, которым я была». Серебряная Луна усмехнулась, закатив глаза на Хань Ли: «И прекрати говорить со мной слишком вежливо. Кахэм, теперь все это в прошлом, так что давай оставим это там. Я не знал, кем ты была в то время. Я просто думал, что ты обычный демон леса». В ответ Хань Ли неловко прочистил горло. «Так ли это на самом деле? Возможно, ты действительно так думал в течение первых нескольких лет. Но я уверена, что после этого ты стал относиться ко мне с подозрением, но все равно ты не стал относиться ко мне лучше». Серебряная Луна обвинила его с легкой улыбкой на лице. На лице Хань Ли появилось серьезное выражение, когда он сказал: «В то время моя база совершенствования была очень тусклой, и только благодаря тебе я смог пережить множество опасных испытаний. Без твоей помощи я бы ни за что не смог бы это делать. Я вообще бы не добрался до царства духов. Хе-хе, я здесь не для мести, брат Хань. Я была очень удивлена, когда ты попросил моего хорошего друга тайно передать мне сообщение.
Я не думала, что ты сможешь вознестись к царству духов. В конце концов, духовная ци в человеческом мире слишком скудна, и уже невероятно, чтобы кто-то достиг стадии трансформации божества, не говоря уже о вознесении в царство духов, сказала Серебряная Луна. Мне просто повезло, и за это я тоже должен тебя поблагодарить. Если бы ты не раскрыла мне местоположение этого пространственного узла, я бы не смог так гладко подняться в царство духов, серьезно ответил Ханли. В этот момент две половинки моей души только что снова слились в одну, и мне пришлось немедленно вернуться в царство духов, так что это было единственное, что я могла для тебя сделать. Однако на самом деле это не так. Особенно учитывая, что ты спас мне жизнь, беспечно сказала Серебряная Луна. Ты слишком скромна, Серебряная Луна, возразил Ханли, покачав головой. Вместо дальнейшего обсуждения этого вопроса на лице Серебряной Луны внезапно появилось взволнованное выражение, когда она резко сменила тему. Кстати, твои враги продолжали преследовать тебя после того, как ты сбежал с горы Куньву? И как ты позже перешел на стадию трансформации божества? Хе-хе, это довольно длинная история. После того, как я сбежал с горы Куньву, я отправился на остров Северного ночного дворца в Великом Цинь, известный как. Таким образом, Хань Ли начал рассказывать о своих прошлых подвигах. Он говорил больше часа, рассказывая не только о своем опыте в человеческом мире после испытания на горе Куньву, он даже рассказал ей о своем опыте в царстве духов. По сравнению с обычным культиватором, опыт Ханли, естественно, сделал историю гораздо более захватывающей, и Серебряная Луна была полностью очарована его рассказом. После того, как он завершил свое повествование, Серебряная Луна также предоставила ему рассказ о том, что случилось с ней после ее возвращения в царство духов. К удивлению Ханли, она не предприняла никаких усилий, чтобы скрыть подробности о волчьем монархе Тянь-Куи и внутренних демонах, которые привели к ее решению обратиться к искусству безразличия, и Ханли обнаружил, что слегка очарован ее сияющей улыбкой. Внезапно улыбка Серебряной Луны исчезла, и она серьезно спросила. «Брат Хань, я слышал от дедушки, что у тебя есть способ уменьшить влияние искусства безразличия, но я должна остаться рядом с тобой на какое-то время». «Это правда. Старший Осяа уже говорил тебе об этом?» «Это действительно правда. Старший Осяа обладает секретной техникой духовного чувства, которая может противостоять искусству безразличия и позволить тебе продолжать совершенствоваться, но эта секретная техника будет эффективна только для тебя, когда я буду ее культивировать. Следовательно, тебе придется остаться со мной на какое-то время», — объяснил Хань Ли с улыбкой. Глава 2154. Город хлопкового дерева. Действительно ли мой дедушка обладает такой секретной техникой? Почему я никогда не слышала, чтобы он упоминал о ней раньше? И почему ты должен развивать ее, чтобы она подействовала на меня? Спросила Серебряная Луна, нахмурив брови. По словам твоего деда, тот, кто завязал узел, в первую очередь должен его развязать. Я коренная причина твоих внутренних демонов, поэтому ты сможешь получить пользу от секретной техники только тогда, когда я ее освою. Эту секретную технику старший Осяа создал более сотни лет назад именно в качестве запасного плана на тот случай, если что-то пойдет не так в твоем освоении искусства безразличия. Как только я освою секретную технику, тебе просто придется оставаться рядом, и эффекты искусства безразличия постепенно исчезнут, объяснил Ханли. Неужели все так просто? Если бы я продолжала практиковать искусство безразличия, его воздействие на меня только усугублялось бы все больше и больше. Сможет ли эта тайная техника духовного чувства действительно подавить его? Серебряная Луна отнеслась к этому довольно скептически. Я не могу быть в этом уверен, поскольку я еще не начал развивать секретную технику, но она была создана после того, как старший Сяо приложил обширные усилия, поэтому я уверен, что она должна быть эффективной. Эта тайная техника духовного чувства должна напоминать искусство безразличия в том смысле, что чем дальше я продвигаюсь в ней, тем сильнее будет ее эффект, ответил Ханли. Хорошо, но даже если эта секретная техника окажется эффективной, как долго мне придется оставаться с тобой? Что, если эффекты искусства безразличия никогда не будут полностью аннулированы? Придется ли мне оставаться рядом с тобой до конца моей жизни? Спросила Серебряная Луна. По словам старшего Осяа, ты сможешь самостоятельно отменить эффекты искусства безразличия, как только достигнешь стадии Великого Вознесения, ответил Хань Ли. Стадия Великого Вознесения. Для меня это чрезвычайно далекая цель. Похоже, мне придется остаться с тобой очень надолго, сказала Серебряная Луна, и на ее лице появился намек на ликующую улыбку. Ты обладаешь телосложением семизвездной Луны, которое даст тебе больше шансов, чем обычные культиваторы, перейти на стадию Великого Вознесения, так что не расстраивайся. Кроме того, во время этого процесса, возможно, старший Осяа найдет другое решение. Не будет не обязательно переходить на стадию Великого Вознесения, сказал Хань Ли с ободряющей улыбкой. Это правда, но похоже, что я останусь с тобой как минимум на следующие несколько столетий.
сказала Серебряная Луна с ликующей улыбкой. После этого они обсудили кое-что еще и даже обменялись некоторыми мыслями и опытом совершенствования. Время пролетело быстро, и когда наступила ночь, Серебряная Луна поднялась на ноги, чтобы уйти. Уже поздно, и мое искусство безразличия вот-вот снова вступит в силу, поэтому мне придется вернуться, чтобы отдохнуть и помедитировать. Пожалуйста, прости меня, если я проявлю грубость по отношению к тебе, пока действует искусство безразличия. Будь уверена, я не обижусь на это, сказал Ханли с улыбкой и тоже поднялся на ноги. Таким образом, Серебряная Луна ушла, и дверь секретной комнаты закрылась во вспышке белого света. Ханли снова сел, скрестив ноги, и его улыбка исчезла, а в глазах появилось мрачное выражение. Выйдя из секретной комнаты, Серебряная Луна свернула несколько углов и оказалась в довольно укромном уголке, прежде чем внезапно остановилась как вкопанная. «Выходи, Ля-Ин, у меня есть к тебе вопрос». Еще до того, как она закончила свое предложение, поблизости вспыхнули пространственные колебания, и появилась полупрозрачная фигура, прежде чем постепенно принять материальную форму, обнаружив, что это стройная женщина в черной мантии. На женщине была медная маска в виде волчьей головы, а на руках ее были черные кожаные перчатки. Ни один дюйм ее кожи не был обнажен, и она парила примерно в футе над землей. «А чем бы вы хотели меня спросить, молодая госпожа?» — спросила женщина в маске. «Ля-Ин, ты была в холле во время разговора моего деда с братом Ханем, верно?» В то время мой дедушка предъявлял брату Ханю какие-либо другие условия, кроме того, чтобы попросить его развивать эту секретную технику духовного чувства. «Ничего не скрывай от меня», — серьезно спросила Серебряная Луна. Женщина в маске улыбнулась и ответила. «Мастер Ося передал вам мой контракт, так что теперь я ваш теневой страж. Я не буду хранить от вас никаких секретов. Первоначально старший Ося предложил ему жениться на вас. Вместо немедленного упоминания секретной техники духовного чувства. Учитель пообещал, что, если уважаемый Даос Хань согласится на это, он не только поделится с уважаемым Даосом Ханем своим опытом и знаниями, полученными в ходе его прорыва на стадию Великого Вознесения, но и даст уважаемому Даосу Ханю большую часть сокровищ из его коллекции в качестве приданого. Однако уважаемый Даос Хань отказался от этого предложения и согласился лишь развивать секретную технику духовного чувства. Итак, дедушка действительно сделал такое предложение. Скорее всего, он придерживался мнения, что, как только я выйду замуж за брата Ханя, недостатки моего психического состояния будут в основном исправлены. Однако, учитывая личность брата Ханя, он ни за что не собирался этого делать. Если бы он это сделал, я бы сильно разочаровалась в нем. Я уверена, что дедушка не был рад, что ему отказали, верно? Спросила Серебряная Луна. Мастер Ося действительно был весьма недоволен, но уважаемый Даос Хань необычный практик поздней интеграции тела, поэтому мастер Ося ничего не сказал по этому поводу, ответила Ля-Ин. Конечно. Брат Хань в настоящее время является наиболее вероятным культиватором среди человеческих и демонических рас, который достигнет стадии Великого Вознесения, поэтому дедушка не сделает ничего, что могло бы ему навредить, как бы он не был недоволен. Хорошо, теперь ты можешь идти, Ля-Ин, вздохнула Серебряная Луна. Тогда я пойду. Ля-Ин слегка поклонилась и растворилась в воздухе. Серебряная Луна задержалась еще на некоторое время, прежде чем тоже уйти. Искусство безразличия должно было вскоре вступить в силу, поэтому она не смела больше откладывать. В секретной комнате Хань Ли также вспоминал свой разговор с патриархом Ося. Во время их разговора Ося не только предложил ему и Серебряной Луне пожениться, но и рассказал кое-что, что стало для Хань Ли неожиданностью. Оказалось, что бывший спутник Серебряной Луны, волчий монарх Тянь Куй, погиб во время битвы с дьявольской армией несколько десятилетий назад, где он попал в засаду, устроенную одновременно несколькими дьявольскими лордами. Когда он убрался с дороги, у патриарха Ся больше не было никаких препятствий по поводу предложения брака между Хань Ли и Серебряной Луной, но Хань Ли отклонил это предложение в эвфемистической манере. В его сердце Серебряная Луна была скорее родственной душой и сестрой, чем любовницей, поэтому он, естественно, не собирался соглашаться жениться на ней. Однако он принял решение, что если секретная техника духовного чувства патриарха Ося не сможет устранить последствия искусства безразличия, то он найдет решение самостоятельно. Помня об этом, он больше не думал об этом и закрыл глаза, чтобы медитировать. Таким образом, в течение следующих нескольких дней Хань Ли начал развивать секретную технику духовного чувства, данную ему патриархом Ося. По словам патриарха Ося, как только он до определенной степени освоит эту секретную технику, он автоматически высвободит своего рода колебания духовных чувств, которые будут подавлять эффекты искусства безразличия. Конечно, эта секретная техника также может усилить духовное чувство, но, очевидно, далеко не в такой степени, как это может сделать техника очищения духа. Патриарх Ося провозгласил, что эту секретную технику очень сложно освоить, но, к большому удивлению и восторгу Хань Ли, он почувствовал, что она чрезвычайно проста и понятна.
Подумав о том, почему это произошло, он понял, что, скорее всего, это как-то связано с его техникой очищения духа. Техника очищения духа была секретной техникой царства истинных бессмертных, поэтому, по сравнению с ней, эту секретную технику духовного чувства, естественно, было чрезвычайно просто освоить. Всего за 2 месяца он освоил первые несколько этапов секретной техники и достиг начального мастерства. За это время Серебряная Луна приходила к нему несколько раз, во время которых на нее не влияло искусство безразличия, и каждый раз они вели обширные беседы. Прошло еще около месяца, и корабль наконец вошел на территорию лесного племени, которая все еще находилась под контролем объединенной армии. Однако они продолжали двигаться вперед, пока не достигли города Хлопкового дерева, где располагался штаб объединенной армии. По пути к кораблю встретилось множество патрульных отрядов разных рас, но все они отчетливо узнавали летающие сокровища патриарха Осиа, и все издалека простирали почтительные поклоны, не выказывая никаких намерений перехватить его для осмотра. Примерно через полмесяца вдалеке появилось около дюжины гигантских деревьев. Каждое из этих деревьев было 50 тысяч футов в высоту и 300 футов в диаметре, и все они мерцали слоем зеленого света. Эти деревья служили опорами огромного города, разделенного на более чем 10 различных уровней. Весь город был построен из всех видов дерева без каких-либо следов камня или других строительных материалов, а на деревянных городских стенах стояли группы стражников всех рас. Это было не что иное, как второй по величине город лесного племени и штаб-квартира объединенной армии город Хлопкового дерева. Глава 2155. Мод Земли. Гигантский серебряный корабль был замечен стражниками на городской стене, как только он приблизился к городу на расстоянии менее 50 километров, и группа демонических культиваторов немедленно поднялась в воздух, прежде чем полететь к кораблю. Мы выражаем почтение нашему патриарху. Эти демонические существа носили доспехи разных цветов, и большинство из них находились на стадии формирования ядра или стадии зарождения души. Остановившись примерно в 500 метрах от корабля, все они пылко упали на колени. Нет необходимости в формальностях. «Я возвращаюсь в свою пещерную обитель, чтобы вы могли продолжить то, что делали», приказал патриарх Осиа непримиримым голосом изнутри корабля. Да, патриарх. Патриарх Осиа правил расой демонов в течение десятков тысяч лет, и рядовые демонические существа поклонялись ему как богу, поэтому стражники, естественно, не высказали никаких возражений. Все они тут же расступились, открывая путь, а летающий корабль продолжал лететь к городу Хлопкового дерева, словно шар серебряного света. Все ограничения впереди тоже разошлись, тем самым предоставив кораблю проход прямо на верхний уровень города, где он медленно спустился на тщательно охраняемую площадь. Почти в тот же момент из телепортационной формации на углу площади среди вспышки духовного света появился седовласый пожилой мужчина, а затем сразу же направился к кораблю со слабой улыбкой на лице. Пожилой мужчина имел очень доброжелательный вид, у него были удивительно длинные мочки ушей, почти доходящие до плеч. С каждым шагом он преодолевал расстояние более 100 футов и всего через несколько вспышек оказался рядом с серебряным кораблем. Все охранники на площади немедленно поклонились пожилому человеку, по-видимому, исполненные уважения и восхищения. «Хехе, ты наконец вернулся, Ося. Ты отсутствовал очень долгое время. Если бы тебя не было гораздо дольше, я бы забеспокоился, что тебя могла убить дьявольская армия», сказал седовласый пожилой мужчина и захихикал громким голосом. Этих дьявольских придурков недостаточно, чтобы представлять для меня угрозу. Сказав это, похоже, что вы искренне беспокоились обо мне, холодно хмыкнул патриарх Осиа в ответ изнутри корабля. Сразу после этого корабль начал быстро уменьшаться во вспышке серебряного света, а как только свет погас, корабль также исчез, только для того, чтобы его место заняли несколько человекоподобных фигур. Это были никто иной, как Ханли, Серебряная Луна и патриарх Осиа, а также его окружение. Седовласый пожилой мужчина улыбнулся, взглянув на Осиа, и сказал: «Брат Осиа, наши человеческие и демонические расы всегда были близкими союзниками. Если бы ты пропал без вести при таких обстоятельствах, мне было бы трудно удерживать форт самостоятельно. Это действительно так, но будьте уверены, у меня, возможно, осталось не так уж много времени, но я не умру в ближайшее время. По крайней мере, мне нужно пережить это дьявольское испытание. Кстати, это уважаемый Даос Мо. «Я уверен, что ты слышал о нем, уважаемый Даос Хань», сказал патриарх Осиа, указывая на Ханьли. Младший Ханьли выражает свое почтение старшему Мо Цзиньли. Ханьли немедленно шагнул вперед и почтительно поклонился седовласому пожилому мужчине. Несмотря на то, что патриарх Осиа не упомянул имя пожилого человека, его фамилия Мо и база культивирования на стадии Великого Вознесения, а также тот факт, что он был человеком, были достаточными факторами для Ханьли, чтобы установить его личность. Мо Цзиньли слегка запнулся, услышав это, прежде чем на его лице быстро появилось восторженное выражение. Ханьли.
Ты культиватор из нашей человеческой расы, которому понадобилось менее 1000 лет, чтобы достичь стадии интеграции тела. Я слышал, что ты вошел в царство старших дьяволов с этим длинным паршивцем и остальными. Ты только что вернулся из царства старших дьяволов. Было ясно, что он также следил за Ханли. Ханли был несколько ошеломлен, услышав это, но он сразу же ответил. Действительно, старший Мо. Я только недавно вернулся из царства старших дьяволов и случайно столкнулся со старшим Ося на территории племени Лиса. Ха-ха, это чрезвычайно впечатляет, что ты смог выживать в царстве старших дьяволов столько лет. Ты действительно невероятный талант. Похвалил Мо Цзиньли. Подожди, старик Мо. Взгляни, кто это? Внезапно вмешался патриарх Ося. Услышав это, Мо Цзиньли повернулся к Дао Сусе, и в его глазах мелькнул намек на удивление. Хм. Кажется, эта аура почему-то очень знакома. Хе-хе, присмотрись, старик Мо, усмехнулся патриарх Хося. Услышав это, Мо Цзиньли стало еще более любопытно, и в его глазах вспыхнул золотой свет, после чего выражение его лица резко изменилось, и он воскликнул. Ты не живое существо. Может быть, ты тот золотой краб из царства старших дьяволов. Я помню тебя. Десятки тысяч лет назад ты пытался проникнуть на остров Горького Духа вместе с некоторыми другими существами из царства духов, но был серьезно ранен морем молний и вынужден был отступить, бесстрастно сказал Дао Се. В глазах Мо Цзиньли мелькнул слегка неловкий взгляд, и он спросил. «Так это действительно ты? Почему ты принял человеческую форму и покинул море дьявольского происхождения? И почему твоя база совершенствования упала до стадии интеграции тела?» Хе-хе, брату Се понравился уважаемый Даос Хань, и они договорились, что брат Се останется с уважаемым Даосом Ханем на некоторое время, ответил патриарх Хося. Это правда, Хань. Уважаемый Даос Хань. Мо Цзиньли был в восторге, услышав это, и даже называл Хань Ли равным. Были и другие обстоятельства, но в этом суть дела. Что касается падения базы совершенствования брата Се, то это результат особой способности, которую он использовал некоторое время назад, и его силы скоро восстановятся, ответил с улыбкой Хань Ли. Приятно слышать. Уважаемый Дао Се оставался в царстве старших дьяволов в течение бесчисленных лет, и многие могущественные существа из целого ряда различных миров пытались завербовать его в качестве союзника. Среди них были даже существа стадии Великого Вознесения, но все они потерпели неудачу. Кто бы мог подумать, что у тебя получится? Похоже, у меня исключительный преемник, сказал Мо Цзиньли с горящими глазами. Я должен сообщить вам еще одну хорошую новость, но если я открою ее вам здесь, вы, скорее всего, выставите себя абсолютным дураком, поэтому давайте сначала отправимся в вашу обитель, сказал патриарх Ося. Есть еще хорошие новости. Я очень жду их. Пойдем, у меня есть 2 фляги бессмертного листового вина, предложенные мне людьми племени Лиса в моем пещерном жилище. Давайте вместе попробуем вино, пока мы говорим, взволнованно сказал Мо Цзиньли. Хань Ли и остальные, естественно, не возражали против этого, и все они покинули площадь, воспользовавшись телепортационной формацией. Примерно через час все прибыли в зал, полностью построенный из фиолетового спиртового дерева. Мо Цзянь занимал главное место, патриарх Хося, Хань Ли и Дао Се также сидели на стульях, а Серебряная Луна и Чжу Гоэр стояли позади них. Выражение лица Серебряной Луны было совершенно отчужденным и безразличным, в то время как Чжу Гоэр была буквально переполнена волнением. Хань Ли в настоящее время допивал чашку вязкого, похожего на нектар спиртного напитка, и как только вино скользнуло по его горлу, оно сразу же превратилось в прилив чистой энергии, который распространился по всему его телу, поражая его чувством комфорта и тепла. Это исключительное вино. Хань Ли не мог не похвалить его с оттенком удивления на лице. Это бессмертное листовое вино варится из сока, который течет из священного дерева племени Лиса, и все племя Лиса может производить только около 100 кувшинов этого вина в столетие. Если бы не прибытие уважаемого Даоса Ханя и брата Се, я бы не хотел выносить что-то настолько ценное, сказал Мо Цзиньли с улыбкой. Жаль, что святое дерево пришлось переместить во время вторжения дьявольской армии, и во время этого процесса дерево было весьма существенно повреждено, печально вздохнул патриарх Ося. Мало того, великий старейшина племени Лиса в настоящее время также отдыхает на святом дереве, надеясь черпать духовную ци дерева, чтобы восстановить свои прежние силы стадии Великого Вознесения. Но если вы спросите меня, то я вам скажу, даже если ему удастся восстановиться, ему для этого понадобится много лет, и он, скорее всего, не сможет дальше противостоять этой дьявольской скорби, тоже вздохнул в ответ Мо Цзиньли. Племени Лиса в настоящее время катастрофически не хватает могущественных существ высшего уровня из-за их постоянных сражений с дьявольской армией. Только с помощью наших рас оно едва способно поддерживать свое нынешнее положение, поэтому мы никогда не ожидали многого от них, сказал патриарх Хося с холодной улыбкой.
В нынешнем состоянии племени Лиса трудно сказать, сможет ли оно вообще продолжать сохранять свою независимость в царстве духов. Но это не имеет к нам никакого отношения. А теперь, можешь ли ты сообщить мне хорошие новости о том, что ты имел в виду ранее, Калигдоса Ся? Мо Цзиньли вздохнул, прежде чем сменить тему. Хе-хе, хорошая новость в том, что уважаемому Даосу Ханю удалось войти в пруд очищения духа и поглотить лотос чистого духа в царстве старших дьяволов, чего даже мы не смогли сделать, усмехнулся в ответ патриарх Ося. Выражение лица Мо Цзиньли резко изменилось, когда он услышал это, и он тут же поднялся на ноги и воскликнул. Что? Это правда.